И мы начинаем сегодня смотреть, кто за вами наблюдает и с какой целью. Кто за вами наблюдает и с какой целью. Утром, днем и вечером. С какой целью. С вами Вивьена. Кто за вами наблюдает? За вами наблюдает какой-то интересный человек, который в своей душе вроде бы такой «я могу и могай», у меня ножей в кармай, а я еще маленький. Но я учусь. Кто за вами наблюдает? Да. Наблюдает, да. Человек, который очень зависит от какого-то старшего человека. Возможно, от отца, может, от брата, но от какого-то старшего человека. Для чего за вами этот человек наблюдает? Он не просто наблюдает, он еще каким-то образом смотрит ваши сети, ваши чаты. Умельщик такой. Возможно, он даже с вами переписывается, но за вами следит. Для чего? Для чего? Но он все равно паш, понимаете? Вот или у кого-то это будет человек, который младше по возрасту, а у кого-то это будет человек младше по уму. Потому что бывает такое, что уже и тапочки готовы надо покупать, а человек все остановился на возрасте 13-15 лет. Так, кто за вами наблюдает? Для чего? Да, этот человек, потому что он видит в вас силу, женщину, которая может дать ему не только силу, но и дать ему его жезлу, дать силу любви и энергии. Вот мужчина наблюдает. Да, тут все равно идет мужчина, наблюдает мужчина. Если смотрит женщина, если смотрите мужчины, то все равно наблюдает такая женщина, которая... У нее мужские такие какие-то качества есть. Но здесь наблюдает действительно мужчина, который хочет, чтобы вы дали ему силу. Вот он как паж, а теперь он уже вырастает и уже как рыцарь. Просто он понимает, что ваша сила даст ему движение вперед. У него есть чувства, но чувства у него еще такие, как детская болезнь левизны в коммунизме. Для чего? Знаете, этот человек почему-то недолюбленный с детства. Мамой недолюбленный. Может, не было мамы, может быть, бабушка была. Может, но у него такой, как будто он недолюбленный, женской такой любви нету, радости. И у него очень большая боязнь остаться одному. Обычно так мы, женщины, боимся остаться одни. А здесь мужчина, тут вот, знаете, вот, и все проходит как-то мужчина, мужская сила идет. Почему он боится остаться один? А потому что ему надо, видите, все время пажи. Ему надо, его недолюбили в детстве. Ему надо, чтобы мы подарки дарили, по головке гладили. Нам вообще-то всем так хочется. Когда идешь сам все время вперед и пробиваешь все стены и своей головой, и своими рогами, как козерожки, то очень хочется, чтобы кто-то и эти рожки погладил, и погладил по голове. А здесь человеку нужна вот именно эта ласка. И если вы женщина, которая старше, он вас видит не просто женщину, которая женщина как противоположный пол, но и женщина, которая часть, как будто частица его от мамы. Он почему-то вы ему запахом или чем-то это напоминаете. Да, потому что следит он почему? А следит он именно потому, что ему не хватает вот этой вот женственности, семейности, радости. Вот когда мамочка обнимет, мамулечка за руку возьмет. И почему? Потому что он у нас еще как бы по возрасту маленький или по уму маленький, хоть ему там 99 лет. Он совершает разные ненужные поступки. Или какие-то игры, или в какие-то инвестиционные компании, или еще что-то. И он проигрывает и проигрывает. Ему нужна вот эта жесткая рука сказать: ну-ка, хватит, прекратили, дверь закрыли. Будешь дома сидеть, нечего тут сидеть, деньги просирать. Все компьютеры выключили. Вот ему нужна такая женщина. И тогда он понимает, что он из пажа перейдет в рыцари, а потом настоящего короля мечей. Да, короли мечей, может быть, не такие влюбленные, но они истинно любящие, если видят женщину, и эту женщину находят, которая раскрывает им сердце. Короли мечей практически никогда не изменяют своим женщинам.
они находят ту и находят до конца. Это бывает очень редко. Для чего? Чтобы стать, говорю, из пажа превратиться в рыцаря, затем перейти в короли и стать императором. Почему в император? Чтобы рядом с ним была настоящая не просто императрица, а жрица любви, жрица, которая обладает такими интересными знаниями. Посмотрите видео, какие силы в вас пробудились, которые вам дали недруги. Посмотрите это на Первом канале Вивиена Ясновидящая. Какие силы пробудились в вас. И здесь действительно мужчина, который за вами прослеживает, следит от слабости, но ему потому что вы очень нужны. Вот здесь идет такой мужчина. Для любви нужны. Или как деловой человек нужны. Или просто что, не знаю, мужчина, которому вы очень нужны. Но здесь еще у кого-то проискивается, как будто в детстве разделили, и он ищет вот эту кровную связь, которую нарушили. И он хочет найти, и это вы. А у кого-то это будет любовное отношение, у кого-то это будет деловое. Но здесь мужчина, который очень важен будет и в вашей жизни. Это шансы, которые дает Вселенная. Не отбрасывайте сразу на 3 буквы. Они легко произносящиеся. Х и в конце И. Но потом нельзя ничего вернуть. И что вам советуют? А вам советуют, что этот человек, который за вами следит, который еще мальчик, как я говорю, пажок, он даст вам все исполнения ваших желаний. Те, которые вы не смогли за какой-то период сделать и совершить. А этот человек, вы вместе. Не упустите шанс. Кому надо лично, пожалуйста, приходите. Все мои контакты в шапке профиля. Можно написать в директ, можно написать по ссылке «Быстрый доступ со мной», зайдя на страницу или в описание, открыть, куда вы хотите, и написать мне. Да будет так. Истина заклята и во все времена. Любовь, радость, счастье.